Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами обзор моих изделий. Как я делаю эти изделия, есть ролик на канале. И вот сегодня я собрала все, что я сделала. Будем с вами пробовать, дегустировать сочетание вкусов. Так, вот эти вот маленькие крошечки, это не мои, это бонусом было от Софии. Так что мы их тоже попробуем, тоже сравним. Давайте начнем. Если мне память не изменяет, здесь голубая узбечка с мелом. Давайте пробовать. Угу. Получилось очень прикольно. Откусывается без хруста практически, мягкая получилась. Давайте возьмем потолще, вот такой, и попробуем откусить от него. Угу. Вкус прикольный, залипает. Здесь голубая узбечка и мел ассорти. Мне понравилось, прикольненько. Так, давайте пробовать вот такую шайбочку. Видите? Вот когда их зачищаешь, где мел, там сразу видно, что присутствует мел. Это паста ассорти и ассорти мела. Ну, откусим от такой большой. Плотненькие, но не хрустят. Есть у меня еще здесь вот такая большая печенюха. Это тоже паста ассорти плюс мел. Угу. По вкусу побелка, меловой и пыльный. Еле уловимая нотка земли. Так, ну давайте попробуем вот эту. Вот такая печенюха. Угу. Узбечка розовая и Астана. Вот они уже получились плотные, очень плотные. В таком виде у узбечки ушла вся соль. То есть вкус, чувствуется вкус узбечки, но соли нет вообще абсолютно. Угу. Получились абсолютно не соленые. Есть у меня вот такой шарик. Это тоже паста ассорти из разных сортов. Без мела. Угу. Откусить сложновато от такого.
Помните, я вам показывала пасту из ассорти GTSI. Как я леплю, у меня не получилось заснять. Но сейчас как бы я вам опишу вкус. Значит, из той пасты я сделала вот такие трубочки. Вот такие трубочки. У меня даже есть большая. Такая вот. Вот видите? Железистое вкрапление. Так, и вот такие фигурки разные. Так что давайте пробовать. Получились очень и очень плотные. Смесь всех сортов GTSI дает обалденный вкус. Залипает. И вкус такой пыльно-земельный, слегка извести, влажный. Трубочки получились очень и очень плотные, прям очень плотные. Давайте откусим от такой большой. Залипание такое же, сильно залипает. Но, знаете, никакой, как говорится, сорт GTSI не перебил. Они вот смешались, и получился такой моновкус. Пыльный, влажной земли и влажной побелки. Давайте дальше. Так, вот такая вот у нас есть красавица. Здесь ассорти нижегородских глин и мел. Вот у нижегородских глин есть вкус кирпича. И даже в таком виде он никуда не исчезает. А это печенка нижегородских глин из пасты ассорти смешанные, и она уже мягче получилась, чем просто из нижегородских с мелом. Угу. Вкусненько. В конце видео я вам расскажу, какие мне понравились сочетания, какие не очень. Так, здесь у нас сыры, ассорти нижегородских глин и мел. Угу. Сильно залипает. Яркий вкус сыры перебивает все.
вкус сыры, и знаете, в послевкусии чувствуется, что есть нижегородские глины своим кирпичным вкусом, ощущаются они. Угу. Солененькие. Также у меня здесь есть вот такие вот печенюшки из зеленой узбечки. Вот. Поменьше и побольше. От обоих укусим, потому что они по толщине, видите? Так. Пробуем. Скрипит. Угу. Честно скажу, не очень. Мне понравилось, и скрипит, и нет такого насыщенного вкуса, как у зеленой узбечки, в натуральном виде, так сказать. Так, что у нас тут еще осталось? Из печенюшек это получается Астана желтая и глиномел красавчик. Такая печенюха у меня получилась. Начала зачищать, она отвалилась. Но сейчас будем пробовать. Очень мягкая. Прям очень мягкая. Отдаленно чувствуется вкус желтой Астаны, но вкус красавчика перебивает. Так, по печенкам вроде мы закончили. Давайте теперь приступать к трубочкам. Итак, значит, это у меня трубочка зеленая узбечка с орешком, как соль с орешком, и голубая узбечка с орешком. Эти маленькие трубочки из шприца 10 мл. Вот разницу. Трубочка 20 мл и 10 мл. Вон, видите? Не нашла целую я узбечку зеленую. Давайте с нее и начнем. Узбечка зеленая и орешек. Соли нет, приглушенный вкус зеленой узбечки. Это такой, знаете, влажной земли, слегка пыльный. Как соль, орешек. Вкуса, как соли, практически нет. Слегка солинка. Плотная трубочка получилась достаточно. Вкус такой, знаете, очень мокрой земли. Слегка побелки. И чувствуется вкус орешка, именно сорта орешек. Так, следующая. Голубая узбечка, орешек.
По поводу голубой узбечки с орешком. Чистый вкус голубой узбечки, а орешек только придал плотности. А так она один в один вкус именно узбечки голубой. Земельный, слегка побелочный. Так, эта трубочка ассорти Туркестан и Радуга. То сейчас попробуем. От Радуги сохранилось сильное залипание и вкус Туркестана такой, знаете, очень влажная земля. Да, очень-очень влажная земля, без каких-либо других примесей. Так. Это у нас ассорти Жетесай. Все сорта, которые у меня есть Жетесай, я делала пасту. Видео есть на канале. И вот из этой пасты я слепила вот такие вот трубочки. Мокрая пыль. И слегка побелочный. Так, что у нас здесь еще? Эти трубочки из пасты ассорти. Давайте ее тоже сейчас попробуем. Вкус чисто пыльно-меловой. Вот никакого больше вкуса. Очень меловые получились и слегка пыльные. Ну и давайте пробовать вот такие вот витаминки, мини-шайбочки, я бы сказала, от Софии. Угу. С чародейкой. Прям яркий вкус чародейки. Интересно, они все одинаковые или нет? Угу. С чародейкой, вы видите? Угу. Они все одинаковые. Вот в них чувствуется только вкус чародейки, то есть яркий вкус гудрона и мокрой земли. Подведем итоги, что мне понравилось больше всего. Значит, больше всего мне понравилась голубая узбечка с мелом. И понравились очень сильно мне нижегородские, из нижегородского ассорти и ассорти Жетесаев. Не впечатлил меня. Поняла, что паста ассорти в голом виде нет. Ее нужно добавлять к какому-то сорту, так сказать, разбавлять. Ну, как-то они не очень мне. Угу. Зеленая узбечка с мелом тоже мне не зашла. Астана желтая с красавчиком прикольно, но красавчик перебивает весь вкус. Значит, сыры с ассорти нижегородским получились очень плотные. Вкус сыры очень сильно перебивает.
Так, про ассорти я сказала. Вот узбечка голубая с мелом получилось вообще обалденно. Конечно, у меня остались еще нижегородские сорта. Обязательно буду делать из них печенье. Надо трубочки из них сделать. Обалденные получились. Прям насыщенный, яркий вкус кирпича. Так, по поводу трубочек. Однозначно из ЖТСА получились классные. Из ассорти мне не очень зашло. Туркестан и Радуга тоже не очень сильно залипает. Узбечка с орешком классный вариант. Ну вот все, что я, так сказать, лепила, я вам показала. Все мы с вами попробовали. Что мне очень понравилось, это нижегородские и ассорти ЖТСА. Как-то так. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.